Привет всем! Привет всем! Это Леся и Саша, и мы находимся в Дзюбусе, Дзюбусе. нашем автодоме из Икаруса. И в этом ролике мы вам расскажем, Про утепление потолков, потому что в прошлом мы утепляли стены, про прокладку проводов, проводку проводов, Вот тут можете увидеть чуть-чуть из них. самую малость. Почему же мы не утепляли потолок вместе со стенами? Потому что как бы логично было, да, мы прошли здесь нашей пеной и пошли на потолок. А нет, нам же нужна палуба на крыше и солнечные панели. Багажник, да. Багажник, солнечные панели, место, чтобы позагорать, может быть, поставить палатку, если вдруг захочется. Не захочется. Почему не захочется, а вдруг? А вот не получилось так. На Икарусе там крыша, она не прилегает к ферме. И чтобы поставить на крышу что-нибудь, нужно сначала выварить усиление, специальные башмаки, на которые можно прикрутить уже вот все, что там. Угу. Вот как-то так. Ну что, поехали? Поехали? Хотелось бы сказать, что лично для меня данное мероприятие и его масштабы стали неким сюрпризом. Зачем столько проводов? Куда они все идут? Что это вообще такое? В общей сложности мы проложили около 300 метров проводов. Как по мне, это какая-то безумная цифра. Провода идут по правому борту, по левому борту, по потолку. И, собственно говоря, почему их так много, вам расскажет Сашка немного попозже. А мы принимаемся за работу. Леся говорит, что мы проложили больше 300 метров проводов, потому что каждый потребитель у меня идет на отдельной веточке. Они все приходят сюда, но здесь пока что выводятся только те, которые проходят по левому борту. Здесь, вот прям вот здесь будет мозг энергосистемы Икаруса, сделанная на умных реле, которые подключены к интернету, к внутренней сети. Можно управлять с панели, прям с тач-панели у водителя, с Android Auto, с телефона. Я просто хотел, чтобы можно было в спальне, например, выключить весь свет. Либо, сидя возле Икаруса, включить отопление в спальне. Ну, как-то так. Да. Но об этом мы поговорим намного позже, потому что это отдельный выпуск для отдельного огромного ролика. Это невероятный труд, и там будет очень много интересного. Сейчас просто покажем несколько кадров. Вот этой Чтобы вы энергосистемы. понимали, да, о чем идет речь. Но еще не готово. Еще не готово. Но уже почти. Ну что ж, здесь уже заметно, что все провода идут в кофре, они все пронумерованы, подписаны, занесены в таблицу, чтобы понимать, что куда идет и зачем. И, собственно говоря, вот мы уже можем посмотреть, что у нас получилось. Получилась вот такая вот замечательная паутинка, которая идет через весь автобус. И если вам кажется, что проводов очень много, то вам не кажется, их действительно просто огромнейшее количество. Но это все нужно, это все будет использоваться. Пока Саша нарезает фанеру для утепления потолка, я шлифую автобус, мы готовим его к покраске. И нужно удалить старую краску как с бортов, так и с деталей, которые ранее были с большим трудом выкрашены мною. Но краска из масс-маркета оказалась, мягко говоря, сомнительного качества, и нужно переделывать это все. И еще один этап в подготовке перед утеплением потолка пеной – это установка фанеры с утеплителем на балки, которые прилегают к потолку. Итак, к фанере мы приклеиваем утеплитель двухсторонним скотчем и затем крепим его к балкам саморезами. Вот так вот у нас получилось. В принципе, мы всем довольны. И можно готовиться к утеплению пеной
хотелось бы сказать огромное спасибо нашим друзьям, которые поддерживают нас на Патреоне. Именно благодаря им это видео наконец-то таки вышло. Кроме того, они получают постоянную информацию о том, что реально происходит вот прямо сейчас в нашем автодоме. Мы все время постим туда какие-то фоточки, видосики и новости от нас. И благодаря им скоро будет прямая трансляция прямо из нашего Дзюбуса. Так что ссылка в описании. Посмотрите, пожалуйста, подписывайтесь. Да, давайте. Наконец-то утепление. Вот провода все на месте. Здесь у нас будет силовая установка, поэтому они все приходят сюда. Все, что нам нужно зашить в потолок, мы зашили в потолок, зашиваем. На саму ферму, на металлическую, мы сделали еще слой утепления, потому что сама потолочная пластина у нас будет достаточно тонкая. Это как дополнительная изоляция, и чтобы мы пену сверху, наш бутерброд, делали уже по ней. Вот мы вырезали кусок с нашей стены. Такой классный, чуть больше, чем 5-сантиметровый бутерброд получается. Судя по таблицам, это как метр кирпича. Очень волнительно было вырезать отверстие в нашей стене, недавно зашитое оцинковкой, но нам нужна вентиляция. Она у нас будет в 3 местах: ванная, технический отдел и кухня. Ну что ж, режем, посмотрим, что у нас получится. Та-дам! Я испугался, что черный это подгорела эта штука. Но нет, она чуть-чуть подплавилась. Слушай, искра была нормально. Проверить пока никак не можем. Посмотрим, как будет работать. Так что, да, начнем с периметра, потому что там можно использовать горизонтальную насадку. А потом перейдем на потолок. У нас есть несколько вертикальных насадок для напыления на потолок. И будем напылять. Перчатки, очки, противогаз, все на месте. Идем. Пену я уже всю потрусил. Сейчас потрусим как бы уже так, напоследок. Оно под углом. Ну, посмотрим, как оно так будет. Потому что туда вертикально тоже неудобно задувать. Так. Ну, как говорится, первый блин комом. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Утепление потолка оказалось одной из самых сложных задач в работе над нашим проектом, и давайте вместе разберемся, что же пошло не так и что с этим делать. Основная проблема в работе – это то, что утеплитель не прилипает к поверхности. Он отваливается, вываливается, появляются какие-то пустоты, и работать достаточно сложно. Итак, что мы можем сделать? Момент первый. Используем специальную насадку для потолка. Она действительно работает. Мы ее заказывали у Полинора, хотя утеплитель у нас другой фирмы. Второй момент. Нужно настроить сам пистолет. У нас это заняло приблизительно час времени, и после пробы и ошибок работа пошла намного лучше. Третий момент. По нашим скромным наблюдениям, если обрабатывать поверхность, на которую напыляется утеплитель в начале огнезащитой, то он как-то лучше и равномернее распределяется. Ну и четвертый важный момент – это, конечно, опыт. Чем больше мы работали, тем лучше получалось. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это большой расход материалов. Стоит сказать, что на утепление потолка у нас ушло в 2 раза больше баллонов, чем на утепление стен. Да, на стенах мы немножко сэкономили, утепляя их еще и XPS, но все равно расход достаточно серьезный. Что можно с этим сделать? Есть народное мнение, что если баллоны греть, то они
намного больше выдают утеплителя, но, ребят, это же против техники безопасности. Поэтому, да, мы баллоны нагревали их до комнатной температуры. Наверное, если утепление проводить в теплое время года, расход будет чуть-чуть меньше, но очень незначительно. Еще один момент в работе с напыляемым утеплителем – это небольшой перерасход. В попытке заполнить все пустоты и все углы мы проходили некоторые места по несколько раз, и в итоге после высыхания пришлось очень много утеплителя срезать. Поэтому время, которое мы потратили на выравнивание стен, было намного меньше, чем время, чтобы выровнять потолок и все правильно срезать. То есть это тоже учитывайте и закладывайте на это время. Ну и последний момент – это сколько бы мы ни пытались все углы задуть, после того, как утеплитель высох, мы его выровняли, оказалось, что во многих углах у нас остались пустоты достаточно иногда большого размера. Поэтому мы уже не заморачивались и просто утеплили их в ад. Минусы и тонкости работы с напыляемым утеплителем мы обсудили. Стоит упомянуть о его плюсах. Для нас их значительно больше. Первый плюс – это скорость работы. Мы справились всего за один день, плюс еще несколько дней ушло на выравнивание потолка уже после того, как он высох. Следующим плюсом хотелось бы отметить текстуру самого потолка, так как после застывания и выравнивания вы получаете уже функционирующий потолок, который не нужно сразу же зашивать, так как у нас будут разные материалы в разных зонах на потолке. И было очень важно продолжать заниматься другими процессами и не думать о том, что что-то будет сыпаться на голову. Ну и, конечно, не забываем о том, что потолок обработан огнезащитой, соответственно, он не горит, в нем не заводится никакая живность, что огромный плюс. И также он очень хорошо держит тепло, а для нас это, пожалуй, самое важное. Что касается самого процесса работы, не забываем о технике безопасности, очки, перчатки, респиратор, одежда, которая закрывает тело, а также желательно защитить голову, так как еще не застывший утеплитель – это очень вязкая пенообразная штука, которую потом просто невозможно отстирать. Ну что ж, мы постарались максимально рассказать о плюсах, минусах и нюансах работы с напыляемым утеплителем, и, подводя итоги, можем твердо сказать, что мы довольны выбором, который сделали. Что касается цифр, на утепление 21 квадрата внутри нашего автобуса у нас ушло около 30 баллонов. Общее время работы составило где-то неделя-полторы. И бюджетно все утепление и стен, и потолка у нас получилось в районе 5000 гривен. По-моему, достаточно неплохо. А что скажете вы? Сложно передать восторг от первой стены, которая появилась в нашем автодоме. Ребят, это начало постройки автодома. Ведь все 10 месяцев, которые мы работали до этого, мы выгребали старую грязь, пыль, вычищали, зачищали, красили. И это был очень сложный период. И вот сейчас мы начинаем строить автодом. Для зашивания стен мы используем фанеру 4 мм, предварительно обработанную огнебиозащитой. Чтобы правильно вырезать отверстие под окна, мы прикладываем фанеру, отмечаем контур окна маркером, затем фигурно вырезаем лобзиком данные отверстия и потом зачищаем это все болгаркой для того, чтобы немножко тоньше сделать фанерку и чтобы у нас была возможность утеплить места прилегания фанеры к раме автобуса. А также, чтобы у нас хорошо стали обратно наши резинки с окнами, которые мы будем устанавливать намного позже.
В мокрой зоне ванной фанера дополнительно обработана водоотталкивающим лаком. Дальше мы проклеиваем все места прилегания фанеры к железным конструкциям фольгированным утеплителем и монтируем стены. Продолжаем монтировать стены. Общее время работы для монтажа всех стен 2 человек, где-то неделя у нас ушла, может быть, чуть-чуть больше. Кстати, в этот раз мы можем ответить на самый часто задаваемый вопрос у нас под видео, который звучит так: когда же наконец-то выйдет следующий ролик? Теперь мы можем точно сказать, что следующий ролик выйдет, когда мы наберем 1000 лайков под этим роликом. Так что все в ваших руках, или в мышках, или в тачпадах. Нажмите лайк. И очень скоро будет новый ролик. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и до скорой встречи. Пока-пока. Следующий ролик. Следующий ролик. А следующий ролик будет о том... Как Саша сломал ногу. Нет. Ну а в следующем ролике мы, конечно же, расскажем, что мы делали после утепления. Как там стены появились у нас, что происходило дальше. Ну, вот как-то так. Пока-пока. 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 Туда посмотри. Пока-пока. Пока-пока. А тем, кто досмотрел вот прям до этого момента, прям до конца ролика, хочу напомнить, что у нас появился Patreon для того, чтобы нас поддержать. Благодаря ему у нас будет скоро прямая трансляция из автобуса. Тем более у нас появился нормальный интернет, так как в нашем бункере мобильный интернет практически не ловит. Ну а для того, чтобы ускорить выход следующего ролика, нажмите лайк. Пока-пока.